Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, приветствую вас. Прогноз Таро на 10 дней на декаду с 1 по 10 апреля. Узнай будущее. Чего ждать? Вот давайте узнаем, чего же ждать в эти 10 дней через подсказки карт. И, конечно, останемся реалистами, потому что любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. И начинаем мы с вами с колоды Ленорман. И у нас сегодня Ленорман, необычные карты, а цыганский оракул Ленорман. И должна сказать, что в эти 10 дней постепенно завершается ретроградность. Как и Меркурия, до 7 числа ретро-Меркурий, а с 8 он уже в директном прямом движении. Ну и Венера, мои дорогие, она, правда, пробудет дольше, до 13 апреля, ваша планета-управитель, и это в целом вопросы благополучия. Все то, что по благополучию может быть. Ну, мы где-то в прошлом не завершили. Могут возвращаться ситуации, люди, для того, чтобы мы расставили все по местам. Но уже к окончанию этой декады для нас могут проясниться некоторые вопросы. Или то, что было на паузе, или было в каких-то задержках, то, что с ретро-меркурием связано. Здесь начинает набирать темп. А также до окончания этого периода мы можем и более четкую информацию получить. Или то, что нам создавало путаницу, здесь тоже постепенно все встает на свои места. И будет более очевидная информация, или для нас будет очевиден какой-то выбор. Ну, давайте посмотрим. Мы достанем 6 карт. Позже мы добавим колоды Таро. С чем это может быть связано? События ближайшего будущего. Чего ждать? Что пытается войти в вашу жизнь? Какие энергии хотя бы, да? События ближайших дней. Как видит колода Ленорман будущее для вашего знака зодиака. И добавим сразу колодой Таро. Первая карта Таро – неожиданность, неожиданные события. Как таковые. Ну, а может быть, их и не будет. И пусть это будут приятные сюрпризы для вас, мои дорогие весы. Какая-то же путаница должна у вас завершиться в конце концов. Ваша задача раскрыть свои таланты по максимуму в 2025 году и дальше, кстати. Но, наверное, какие-то всегда выбор присутствует, правда, в начале пути. Ну, пусть это продолжается, уже какое-то даже дело, но то, что будут новые возможности, это факт. Давайте достанем карту «Добрые события», что вам помогает или в чем вы, мои дорогие весы, наиболее ресурсны в эти 10 дней. Сфера достижений, работы и денег, личная жизнь, любовь. Что изменяет вашу жизнь или меняет ее, каким-то образом оказывает влияние или меняет вас самих. И достанем карту совет. Итак, смотрим. А вот, кстати, в этой колоде оракула 2 карты недруга или врага, или противника, назовите как угодно. И если один изображенный, но не на этой карте, именно какие-то действия больше нам карта транслирует, а здесь нам ничего не транслирует, просто женщина нарисована и все. Но тем не менее прописан какой-то недруг. И значит, это те люди, которые что-то задумали. То есть задумка есть, но себя человек никаким образом не выражает. Я могу, конечно, тоже где-то из вашей позиции рассматривать, что вы просто кому-то не доверяете. Вы можете чувствовать, что, ну нет, вот есть те персоны, которые меня точно могут подвести. Поэтому с какой позиции не рассматривая эту карту, но с первой практически наш расклад начинается, когда нам хотят до вас донести «будь внимателен» или «внимательно». Давайте откроем вторую карту. Чего же ждать? А вот конкретно. Хоть эта колода, она такая необычная, чересчур, на мой взгляд, конкретная, но она создавалась много лет тому назад. И, в принципе, она не менялась. Поэтому я ее никогда не... Это вот первый мой такой дебют. Я ее обычно для себя использую. А здесь вот я решила сделать такой расклад. Так вот, свадьба. Имеется в виду, понятно, может, у кого-то и правда на кону свадьба стоит. Но если мы переложим на нашу реальность, будем реалистами, правда, свадьба – это союз, раз, и документы – два. И поэтому союз может быть и по работе, или подписание каких-то соглашений.
пересмотр контрактов. Кстати, по ретро-Венере может быть даже пересмотр брачных контрактов. По этой карте мы можем оформлять документы, которые связаны, может быть, с недвижимостью, жильем. Но это важная бумага, и вам нужно с кем-то конкретно договариваться. И совершить вот это оформление как-то очень красиво, чтобы это согласовывалось с законом раз, и чтобы это не мешало вам два. Поэтому можете и вы кому-то не доверять, что вас могут подвести люди или конкретный человек. И если мы даже перекладываем на работу, может быть, у вас выбор есть по работе, или вы какую-то свою стратегию, тактику тоже продумываете. Поэтому будет, знаете, очень важно не только то, что люди пытаются транслировать, иными словами говорят, а то, что они готовы, вот то, что вам обещано, в словесной форме, готовы прописать на бумаге. Насколько вас охраняет закон или мера ответственность ваша по закону, если вы подписываете какой-то документ. Но обращаться в высокие инстанции в эти 10 дней вы можете. Может быть, это вы ищете информацию, и вы понимаете, что я должен или должна рассчитывать сама на себя и способен помочь только сам себе. И поэтому тогда дважды учтите некоторые нюансы, которые, они поначалу не видны явно, но тем не менее это то скрытое, то, что мы должны, может быть, где-то интуитивно даже предусмотреть, предположить и перепроверить. Вот это точно. Давайте чего же ждать? Карта солдат. Имеется в виду то лицо, конечно, это мы можем рассматривать как и юристов, адвокатов, правоохранительные органы или встреча, да, с представителями закона. Может быть и так, то есть люди в форме мы будем говорить. По солдату это может быть буквально, меня люди смотрят из разных стран, увы, и какая-то военная обстановка, которая вас вынуждает действовать как-то иначе в рамках определенной концепции, закона, положений или приказа, мои дорогие, потому что солдат живет по приказу. Хотя, если мы переложим на гражданскую реальность, это тоже какие-то приказы, которые могут присутствовать по вопросам работы. И вроде приказ это всегда сложно, потому что ты не можешь ни вправо, ни влево. Или, может быть, это какой-то протокол, мои дорогие, и опять же, ни вправо, ни влево. Поэтому есть какой-то момент ограничений. Это первый. И второй момент, когда вы контактируете с теми людьми, которые призваны, может быть, и контролировать обстоятельства, или как проверяющие, может быть, и так. Я могу предположить, понятно, не для всех, а вы перекладываете на свою реальность. Или, может быть, вы руководитель, мои дорогие весы, это вы будете кому-то отдавать приказы, и тогда мера ответственности, чтобы, ну, меру ответственности нужно тоже рассчитать правильно, чтобы не попасть в просак, потому что тут ведь тоже раз выпала вот эта карта недруг, и вроде простая женщина, да, а тем не менее какой-то подвох нам говорят, ты ожидай. Значит, слушайте свою интуицию. Но, может быть, это будет связано еще и с тем, что вы вынуждены куда-то отправиться, опять же, по какому-то приказу или по какой-то разнарядке, или это как какая-то командировка. И там тоже вы можете себя так несколько стесненно чувствовать, потому что вправо-влево тут особо не сманеврируешь. Но будьте настороже, может быть и так. Будьте готовы где-то защищать себя сами. Давайте посмотрим, к чему же все идет. У кого-то может и банально, кстати, проиграться. Это вы настороже, потому что есть те персоны, от которых вот конкретные, вы их знаете, и я от них чудес как будто не жду. Или даже хорошего не жду. Но правда, в нашей жизни присутствуют разные люди. Эта карта называется «Старая дама». Ну, понятно, не обязательно она будет старая, но это есть какое-то лицо. Проходит, вот как это проигрывается. Это некоторые люди, которых мы знали, может быть, они и в возрасте, но, может быть, и возраст не имеет значения. Это те, с которыми мы имели контакты, или они участвовали в нашей жизни. Было какое-то знакомство. Может быть, и предыдущий период, потом оно расстроилось, теперь будет человек возвращаться. Здесь могут быть, ну, разного рода такие бывшие, как, знаете, от наших бывших, допустим, родственники,
или наши какие-то родственники. Здесь к вам могут обращаться, мои дорогие весы, с какими-то просьбами. И вот не стоит доверять, все-таки доверяй, но проверяй. Здесь могут пытаться, ну, на вас воздействовать, к примеру, чтобы вы на что-то согласились, а потом вы окажетесь в каких-то рамках или в каких-то противоречиях. Давайте я следующую карту открою. Вот здесь может быть и, знаете, интерес, купец. И это товарно-денежные отношения, правда, в первую очередь. Поэтому вопросы денег, продолжение, может быть, какого-то сотрудничества или конкретно чей-то интерес. Как мы говорим, не очень красиво, шкурный интерес или материальный интерес. И для вас, может быть, тоже есть, если у вас свой бизнес или свое творчество, может быть, есть конкретный человек, кстати, от которого и вы ничего положительного не ждете. Но вы, как будто вам, с одной стороны, надоело находиться вот в стесненных условиях, когда вы словно наготове, вот да, как эту винтовку человек-солдат, нам показанной на карте, держит, ну так и вы уже наготове. Вы не ждете каких-то чудес, вы ждете, ну где-то каких-то сюрпризов со знаком минус. Это вы уже теперь как солдат ожидаете какого-то подвоха, потому что люди многократно подводили. И есть, тем не менее, контакты с тем человеком, которого вы уже знаете, и они вроде как должны быть пока продолжены. Вы можете находиться в стесненных условиях именно потому, что есть люди, которым вы уже не доверяете, но вот это сотрудничество вы не можете завершить и не можете подвести к какому-то итогу, и понимаете, что в некотором таком вынужденном положении вы сейчас находитесь, и вы пока еще не знаете, как поступить. Тогда все же вот эта карта свадьба, да, пусть это свадьба, это не про свадьбу, мы говорим союз и какие-то соглашения на бумаге. Насколько человек готов подписать с вами документ, и насколько этот документ соответствует как бы на бумаге тому, что он говорит на словах. Или, пусть это по работе, насколько то, что было обещано, снова прописано на бумаге или указано в каком-то договоре. Насколько то, что вообще где-то перед вами, ну, может быть, человек транслирует как возможные перспективы, насколько эти перспективы в реальной жизни осуществимы или могут быть сведены, опять же, к какому-то документу, или не будет какого-то дисбаланса по закону именно в отношении вас. Тут может вас кто-то уговаривать, а вы, мои дорогие весы, увы, можете находиться вот в этих стесненных обстоятельствах, потому что тут какой-то клубок есть противоречий, потому что вроде как есть и заинтересованность, купец, да, какие-то товарно-денежные отношения, или взаимосвязь, или какие-то контакты по имуществу, по недвижимости, по каким-то договорам. И прямо вот так сразу этот Гордиев узел, ну никак ты тут не разрубишь. И приходится искать компромисс. Вам этот компромисс уже где-то надоел. И я могу предположить, это вы уже видите, что нет, вот есть четко персоны, которым я не могу доверять. Другой разговор, не могу просчитать, что там этот человек задумал. И поэтому вы где-то так настороже. И тем не менее, ну, вправо-влево мы пока еще в эти 10 дней, нам карты не говорят, что мы можем как-то определиться. Давайте откроем последнюю карту. Вы знаете, вас действительно могут где-то воспринимать как услугу. Ну уж извините, так и карта называется услуга. Что я имею в виду? Вы можете быть кому-то именно интересны, мои дорогие весы. И интерес это не про искренность ни разу. У нас, кстати, про искренность ни одной карты. Ну, разве что свадьба. Но тут так, это как желаемое, скорее всего. И я могу допустить, что у кого-то, ну, дай бог, вопрос и решится в более конкретном ключе и более вот так вот обстоятельно или через юридические какие-то подписания, когда буквально вас закон будет охранять. Но все же по услуге этот интерес временный. Или когда мы говорим, в вас кто-то заинтересован. Сегодня он заинтересован, завтра интерес поменялся, ну и все, пших, куда что пропало, куда делись отношения, куда делись контакты, куда делась любовь, куда делась работа. Ну вот так ведь тоже бывает. Поэтому, ну ни разу замечтаться
Мои дорогие весы, нельзя, но вы это уже где-то предчувствуете, и в этом ваша сильная позиция. Вам просто по какому-то, знаете, вот, мои дорогие весы, словно эти 10 дней вам нужно пройти как по канату. Представьте, что вы фокусник, маг, жонглер, факир. И пусть вот этот период, ведь это не такой длинный, но позвольте пространству все расставить на свои места. Позвольте конкретным персонам проявиться по максимуму. Сами не бегите впереди паровоза. Где-то предполагайте, что у людей, с которыми вы контактируете, есть интерес. Но и в то же время вы пока, ну, вправо-влево не можете как бы оступиться. И вот этот самый баланс равновесия вам просто нужно держать. Но закон вам помогает. Вот это единственное основополагающее в эти 10 дней. Что же как неожиданности? И вот в неожиданностях, опять же, какая-то неразбериха и абракадабра. Пятерка жезлов. Я всегда говорю, карта информационного хаоса. Или карта тех людей, которые утром обещают, к вечерам о нас забыли. Это карта иногда те люди, которые всегда, знаете, думают, что где-то трава зеленее, а солнце ярче. И они, допустим, утром с вами имели какие-то соглашения, а потом в середине дня и были соглашения, допустим, с вами решить какой-то вопрос или подписать какой-то документ ближе к вечеру. Ну вот, в обед, к примеру, к нему приходит какая-то другая возможность, или его словно осенило, или изменился интерес, и все, он уже забыл, что он там утром обещал. И он уже ринулся навстречу каким-то новым перспективам. Вот подобного рода люди идут по пятерке жезлов. Ведь это всегда недостаток. Это человек, у него недостаток в том, что ему кажется, что есть где-то то место, где будет лучше. Или эта информация, это все не то. А вот там, завтра или потом меня ждет что-то совершенно волшебное. Эти люди часто упускают какие-то возможности. Но это уже вторично. С одной стороны, это вы чего-то не упустите, но с другой стороны, не будьте доверчивыми. Перепроверяйте как информацию, так и все то, что вам обещают, транслируют. Или на какую глубину могут продвинуться отношения или участие человека в каком-то вопросе. А также по этой карте нам могут заведомо ложную информацию доносить, иными словами фейки, поэтому все перепроверяйте, держите руку на пульсе. В чем же вы ресурсны? Да вы посмотрите, мои дорогие, неважно, кто смотрит, мужчины или женщины. Императрица – это карта, ну, такого всеобъемлющего благополучия. Это карта статусная, нового статуса, новых возможностей. Это как символ нового «я». И благополучие в квадрате, можно сказать. Здесь и деньги, здесь и теплый уютный дом, здесь и реализация ваших проектов и планов. Вы сами в себе реализацию должны где-то сохранять или веру в самого себя. Вы себя самого к себе самому или самой должны быть более добрее, гуманнее, милосерднее. Даже если вокруг, ну, окружают вас какой-то период жизни вот такие люди, которые, ну, не совсем вы можете на них положиться. Или есть вот как этот солдат вокруг кого-то из вас. Обстановка, которая очень сложная. Но вы, мои дорогие весы, вы должны какую-то свою миссию явить миру. Аркан императрица. И где-то ведь астрологически перед вами, я говорила еще до карт, открывается так вот период таких возможностей. И причем первые уже какие-то, ну, знаете, направления, или назовите это фарватером, вы уже можете видеть до конца 2025 года, а потом это точно что-то должно быть продолжено. Сама по себе ресурсность проходит и возможности. Может быть, это вами пытается кто-то манипулировать, воспользоваться, потому что вы интересны как человек, который умеет зарабатывать деньги, или как человек, на которого можно положиться. Может быть, это вы как человек, который умеет создать теплый уютный дом, или который может подставить свое плечо, кстати, в трудную минуту. И поэтому кто-то ведет свою игру. Поэтому, мои дорогие весы, ведите свою игру. Ну, вот так элегантно, как вы это умеете, дипломатично. Где-то оставляйте за собой запасной аэродром. Он вам будет помогать, потому что ваша задача – сохранить самого себя или саму себя. Мои дорогие девочки, для вас это все удваивается, все то, что я сказала.
А для кого-то из мужчин это будет важная женщина в вашей жизни, которая вам буквально тоже помогает. Достижения, дела, работа, бизнес, деньги, сами по себе деньги. Вы действительно ресурсный человек, и деньги вы получаете, но не потратить на что-то, не просчитаться, кстати, с деньгами. Может быть, как найти какую-то другую работу. И для кого это актуально, правда, здесь может быть вопрос по работе, и значит, может быть, и придется буквально какую-то калькуляцию создавать и просчитывать, что мне обещают, что может быть продолжено, что у меня или что у меня было в предыдущий период, на прежней работе. Девятка пентаклей– карта самодостаточного человека. Но вы можете реализовать, с учетом тем более карты императрицы, любой свой проект. Поэтому берегите себя, берегите свое состояние здоровья, берегите или думайте где-то об имидже. Он вам буквально помогает. Карта императрицы вот не сказала. Но и финансовые. Финансы есть, финансы будут. Но их как будто нельзя рассредоточить. Их больше нужно собирать, аккумулировать, мои дорогие весы, чтобы потом не создалось какой-то финансовой бреши. Поэтому как минимум на пару шагов вперед видеть. Добрый период, когда деньги есть. И более того, ваша задача их приумножить. Давайте посмотрим, что же на вопросы любви. Конечно, у кого-то это может быть решение вопросов по вашей личной жизни. Туз мечей– это решение. Это может быть какая-то нужная информация, письмо, сообщение, но это еще и ваш личный выход из лабиринта. И это как и вопросы любовного характера, но это личная жизнь еще и не только про любовь. Это ваше творчество, тем более с учетом вот этих двух карт. Это ваше личное дело. Среди вас много творческих людей. И тогда вы точно будете знать, как вам действовать. Какой-то выход из лабиринта, из какой-то пустоты или из какой-то путаницы, абракадабры, он у вас завершается. И может быть вполне. Вот я долго говорила про эти карты, что вроде как есть тут человек или какие-то контакты. Пусть это в виде организации, когда, ну, пока вы вот не можете сейчас завершить что-то или определиться, вынуждены как продолжать какие-то отношения, рабочие или личные. Но тем не менее, уже выход вы видите. Кто знает, может быть, не в первую декаду апреля, а где-то во вторую или даже в третью. Вы как раз этот выход и совершите. Искусство где-то мелких шагов, потому что себе не навредить. И тут у каждого будет своя концепция. Но какая-то путаница даже в личной жизни подходит к концу. Перемены, что же меняет вас самих и что меняете где-то и вы, десятка жезлов, закрываете где-то гештальты свои, безусловно. Мне очень нравится в этой колоде десятка жезлов. Нам легко сказать кому-то «нет». По этой карте мы устраняем многозадачность. Это мы понимаем окончательно, что мы долгое время, может быть, увязли в некоторых вопросах, когда мы отдавали себя больше, нежели получали взамен. Мы соглашались на что-то по этой карте, но вот теперь нет. Словно вот эта девушка сложила все свои пожитки на вала и уходит, по сути, уходит налегке. Но это завершается какой-то период многозадачности или какой-то тупик, лабиринт, или чехарда каких-то жизненных препятствий. И это все меняет вас, а вверху у вас карта императрица. И правда, тут можно изменить имидж, кстати, и подумать, может быть, даже об этом, мои дорогие весы. И это будет означать улучшение, ну, где-то и здоровья. Может быть, заняться самой собой или самим собой. И если ни одна карта, конечно, не говорит о том, что мы больны, но кто знает, если есть какое-то недомогание, разобраться надо, потому что, опять же, карта императрицы, для нее здоровье очень важно. Здоровье– это наша бодрость, это наша жизненная активность, по сути, реализация наших планов. А это еще имидж, это как нас встречают. Встречают, говорят, всегда по одежке, провожают по уму, но тем не менее. Так уж сложилось, или так устроен человек, если хотите, что первое впечатление, оно наиболее сильное. И, может быть, кому-то из вас захочется сломать стереотип о себе или какой-то шаблон мышления у окружающих. И вы тоже будете предпринимать по части своего имиджа какие-то перемены, ну, а может быть и здоровье. Все вместе, имидж, здоровье где-то, ну, тесно увязаны вот эти два понятия. Но здесь действительно десятка жезлов, что-то завершается. Карта совет.
Пятерка пентаклей, две пятерки. И опять же недостаток. Вот помните, у вас на этот период жизни не должно быть недостатка, недопонимания. И что имеется в виду? Здесь мы не можем закрыть на что-то глаза, но это еще и не значит, что мы устраиваем конфронтацию. Нет. Для нас карта подсказывает, что лучше, ну, где-то сохранять даже, возможно, какие-то отношения. Вот мы говорили, пусть вы уже видите, что вы не можете доверять этому человеку, но доказать ему что-то, попытаться, по крайней мере, определенно не стоит. Потому что мы можем даже из нейтрального человека перевести его в ранг недруга. А вот это, кстати, вам точно не помогает. И второй момент. Сохраняйте финансы. И мы об этом тоже с вами говорили. Но есть еще и те двери, которые предстоит открыть лично вам и на что-то решиться. Пусть это не так быстро, какие-то устранить противоречия перед этим вам все же придется. Или подвести к нулю какой-то гештальт, может быть, я это тоже допускаю. Но я в целом не вижу, что вы резко что-то ломаете или выносите вердикт кому-то. Хотя для вас как раз очень много позиций может быть прояснено именно с 1 по 10 апреля. Тут действительно, по крайней мере, вы видите свои сильные позиции, свою ресурсность, что есть смысл продолжать, а что, ну, видимо, потихоньку, но сводить к нулю. Иными словами, сводить к нулю все то, что вам мешает. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.